Добрый день, друзья! Сегодня очень важная тема – аутоиммунные заболевания. Та информация, которую я расскажу, является основой в понимании здоровья человека. Это один из главных фундаментов вообще жизнедеятельности. У нас есть нервная система, эндокринная и иммунная. На мой взгляд, она самая интересная для общего понимания здоровья. Именно на этих знаниях создаются все лекарственные препараты. Расскажу про артрит, причины артрита, лечение артрита. Это одно из самых популярных аутоиммунных заболеваний. И у нас это главная тема канала. Также болезнь Бехтерева, по ней сейчас проходят самые современные исследования. По сути, сейчас вообще большинство заболеваний, которые постоянно на слуху, являются аутоиммунные. Их около 80 разновидностей. И проявляются они, как видно на картинке, практически во всех органах человека. Много страшных болезней, но если соблюдать определенные правила, то можно избежать всего этого ужаса, даже если у вас есть генетическая наследственная предрасположенность. Я для вас являюсь живым примером и проводником, если можно так сказать, к здоровой, активной жизни. Мои принципы здоровья я уже давно обозначил. Можете в описании найти соответствующий плейлист. Там же есть информация о моей личной программе для тех, кто хочет заниматься с моей поддержкой. Есть такой формат, есть результаты, есть отзывы. Можете вдохновиться историями такого оздоровления. Также заходите в Инстаграм, я там тоже делаю разный полезный контент в ежедневном режиме, там показываю на своем примере, как проходит мой день, чем я питаюсь, как тренируюсь, выкладываю полезные книги, там, рецепты, тренировки и так далее. Ну а теперь к нашей теме. Несколько слов о ресурсах, которые я использовал при создании этого видео. Во-первых, это, конечно же, курс о физиологии иммунитета от профессора МГУ Дубинина Вячеслава Альбертовича. Рекомендую посмотреть хотя бы несколько видео, чтобы быть в курсе. Сейчас, во времена прививок, это как никогда актуально. Также я изучил несколько книг на эту тему, людей с большим опытом в этих направлениях, прослушал множество презентаций, конференций, посвященных этим заболеваниям. В особенности хочу отметить труды академика РАН Лукьянова Сергея Анатольевича, который ведет активную работу в этом направлении в университете Пирогова. Итак, чтобы рассуждать об аутоиммунных заболеваниях с точки зрения медицины, необходимо погрузиться в науку иммунологию, которая развивается в этом направлении примерно с середины прошлого века. И за эти 70 лет она обросла очень большим количеством терминологии. Я не буду использовать все эти сложные конструкции и попытаюсь объяснить все более приземленным языком. Итак, наш иммунитет – это специальная система клеток, которые постоянно циркулируют в крови, находятся в разных тканях и органах. Они способны уничтожать другие клетки. Это настоящие убийцы. Они вооружены специальным ядом, который могут впрыскивать на чужака, либо же просто напасть на него и съесть. Чужаков в иммунологии принято называть антигены. Это бактерии, вирусы, грибки, паразиты, либо же просто чужеродные молекулы, которые не размножаются, но они попали в нас с пищей, с воздухом, их очень много, и они неизвестны нашему иммунитету. На них происходят аллергические реакции. Также из современного это трансплантация, когда мы пересаживаем чужие органы, либо же вставляем искусственные импланты. На все эти молекулы будут вызваны соответствующие реакции иммунных клеток. Все эти клетки иммунитета очень хорошо понимают, кого им нужно убивать, а кого нет. Ежесекунда, каждое мгновение, пока мы живы, около 300 миллиардов клеток убийц перемещаются в нашем теле и не просто убивают чужаков, они еще постоянно перепроверяют все наши здоровые клетки, так сказать, на всякий случай, если вдруг в них произошли какие-либо изменения. К примеру, в нас попадает вирус, он поселяется в здоровой клетке, изменяет ее структуру ДНК и начинает использовать ее для
своего размножения. Соответственно, при проверке иммунными клетками вся эта история вскроется, и зараженная клетка будет беспощадно уничтожена. И пока мы живы, наш иммунитет постоянно совершенствуется, встречаясь с новыми антигенами. Поэтому его принято различать на врожденный и приобретенный. В системе приобретенного иммунитета есть специальные клетки памяти, которые хранят в себе информацию о всех антигенах, с которыми мы когда-либо встречались. И при повторном появлении ответная реакция будет намного быстрее и эффективнее. Такие клетки называют антитела. Именно эти клетки запускают сложнейший каскад реакций по взаимодействию всех остальных клеток иммунной системы. И этот каскад реакций постоянно изучается, открываются какие-то новые взаимосвязи. Мы еще очень много чего не знаем и не понимаем, но на основе даже существующих открытий ученые научились взаимодействовать с отдельными иммунными клетками, замедляя их, ускоряя, либо же блокируя определенные реакции. Но пока что все это выглядит как стрельба из пушки по воробьям. Все существующие препараты затрагивают слишком большой спектр иммунных клеток, и замедляя нежелательные реакции в очаге воспаления, мы попутно разрушаем важные защитные функции иммунитета. Теперь давайте поговорим об аутоиммунных заболеваниях. Что это значит? Что об этом говорят ученые? Если кто-то из нас переболевает инфекцией, и в микробах есть последовательность, очень похожая на последовательность белочек какой-то, кусочек, участочек. Это теория, он не найден на сегодня, но предполагается. Очень похожий на такой же белок, который есть вот в этих клетках, которые находятся в дисках межпозвоночных, в связках, в тех местах, где болит у нас, то иммунная система начинает бороться с этим микробом. Микробы эти внутриклеточные, они заражают наши клетки, фибробласты, лимфоциты, еще кого-то. На поверхности клеток появляется сигнал, что она зараженная. Иммунная система находит этот сигнал, убивает эти клетки, убивает микробов, которые в них живут, но дальше не может остановиться. Она находит что-то очень похожее в нашем организме и продолжает убивать уже наши клетки. Она считает их зараженными, переубедить ее невозможно. Это является основной версией о том, что иммунные клетки начинают по ошибке уничтожать свои здоровые клетки, принимая их за антигены. Лично мне с трудом верится, что иммунные клетки могут совершать ошибки и перестают распознавать свои здоровые клетки. На такие глупости они не способны. Если они начинают распознавать чужие клетки при пересадке здоровых органов, и со временем там происходит отторжение, то в своих клетках они уж точно разбираются хорошо. Мне больше нравится версия о том, что есть вирусы и бактерии с очень похожим генетическим кодом, как у наших клеток. Все больше и большее количество заболеваний аутоиммунных связывается постепенно с теми или иными антигенами, которые исходно приносятся в организм бактериями и вирусами. Дальше иммунная система на эти антигены настраивается, и возможна атака или Т-лимфоцитарная, или на уровне вообще антител атака собственных белков организма. Несколько примеров я хочу привести. Вот здесь в таблице довольно много на самом деле примеров. Здесь в правой колонке вы видите те фрагменты белков, на которые часто возникает вот такая вот реакция. То есть на эти белки похожи некоторые фрагменты белков бактерий и вирусов. Например, довольно часто в зоне опасности белки главного комплекса гистосовместимости. Есть такая бактерия Proteus mirabilis, и эта бактерия, у нее существует фермент уреаза, фермент, который участвует в обмене мочевины. И кусочек уреазы очень похож на кусочек, который характерен для аллеля DR4 белка главного комплекса гистосовместимости.
А MHC белки, они же вездесущие. И, соответственно, если сначала возникнут антитела на уреазу, то потом они способны атаковать MHC по всему организму, и возникнет органонеспецифический вариант аутоиммунного заболевания. Это один из видов ревматоидного артрита. И здесь разумно предположить, что эти самые вирусы с похожим кодом могли как-то провзаимодействовать с нашими клетками и, возможно, заразить их. Думаю, что мы просто недостаточно понимаем всех процессов, которые там происходят. Та информация, которой мы сейчас обладаем, ее очень мало. Это даже не 100-я и не 1000-я доля процента от всего. Чтобы вам масштаб понять, вот этих самых лимфоцитов, например, Т-клеток, у нас есть два основных типа лимфоцитов, Т-клетки и Б-клетки. Т-клетки, они могут сами атаковать больные клетки, а Б-клетки производят антитела, которые уже нейтрализуют какие-то молекулы, растворенные в крови, или обозначают враждебные клетки, чтобы их атаковали другие лимфоциты. Вот Т-клеток 300 миллиардов. И на поверхности каждой расположен такой рецептор, который способен все время ощупывать другие клетки и смотреть, все ли в них в порядке. А еще на стыке могут быть добавлены или убраны какие-то нуклеотиды, в которых ДНК состоит. И все это приводит к тому, что мы можем 10 в 16 теоретических рецепторов собрать. 10 в 16 степени. Это больше, чем в каждом из нас. Понимая все это, как сейчас развивается наука в этом направлении? Как я уже говорил, в нашем теле миллиарды иммунных клеток-убийц. И все они точно знают, кого им нужно убивать. Это свойство в иммунологии называется главный комплекс гистосовместимости. Это специальные рецепторы, которые нацелены на распознание конкретного антигена. И статистически было замечено, что при конкретном заболевании у больного находят необычное скопление иммунных клеток-убийц с рецепторами, направленными на конкретные антигены. К примеру, при ревматоидном артрите у 50% больных находят иммунные клетки-убийцы, нацеленные на распознание антигена Эшалей-R4, DR4. Так его обозначили. При болезни Бехтерева находят большое скопление иммунных клеток, которые нацелены на антигены HLA-B27. Само присутствие в теле таких клеток-убийц, направленных на поиск конкретного маркера антигена, лишь допускает вероятность заболеть конкретной болезнью. Просто потому, что у многих больных в анализах нашли такие клетки. Но вероятность не 100%, потому что есть больные, у которых не находят эти клетки-убийцы, направленные на известный маркер. Значит, сам HLA-B27 ген не является причиной заболевания. Вот у детей, которые унаследовали HLA-B27, и вообще это примерно 10% популяции такой аллель несут. Вы сами прекрасно видите, что такого количества больных болезнью Бехтерева нет вокруг нас. Это все-таки достаточно редкое заболевание. Поэтому B27 сам по себе это не болезнь. Еще, если папа, мама больны и B27 передан, то где-то 15% вероятность заболеть. То есть она выше, чем у обычного человека. Но, скажем, вот у меня есть B27, и я болел, и болею болезнью Бехтерева, но у меня у родителей и родственников никогда такой болезни не было. То есть она может возникнуть независимо от родственников. Что получается в целом? Наука пришла к следующему выводу. У нас есть клетки, которые способны убивать наши здоровые клетки. Но этого не происходит, пока работают неизвестные пока что сдерживающие механизмы, которые не позволяют этим клеткам-убийцам найти свою жертву, то есть те самые маркеры ДНК-цепочки, к примеру, вот HLA-B27, HLA-DR4 и так далее.
И к такому выводу они пришли, потому что в анализах больных находят необычное скопление таких клеток-убийц, нацеленных убивать клетки Эшалей-Б27 и так далее. Опять же, есть люди, у которых не находят этих маркеров, и они болеют. И тогда получается, что в теории наши клетки-убийцы могут убить вообще все наши клетки, но этому препятствует неизученный сдерживающий механизм, который очень сложно генетически кодируется. Если мы не провоцируем сбой в этом механизме своим каким-то внешним воздействием, то все работает исправно. И фактически наши лимфоциты могут распознать, принципиально с определенными там оговорками, любую структуру. С огромным запасом на много порядков. Там он может распознать порядка 10-14 специфичности, а нам нужно, считается, там, для нашей жизни полноценной, нужно, там, может, я не знаю, 10/8. То есть на много порядков избыточность в том, что может распознать наша иммунная система. И поэтому возникает законный вопрос, как организовано, чтобы она не распознавала наши собственные антигены. Потому что уж с чем иммунная система без конца сталкивается, это с нашими собственными клетками, на которых есть какие-то структуры, которые она принципиально может распознать, потому что исходно она может распознать все, что угодно. Мы все принципиально предрасположены к аутоиммунитету, но в нас есть сдерживающие механизмы, которые пока не работают, каким-то образом выбраковывают таких курсантов. Как только эти механизмы либо ослабевают, они, естественно, генетически кодируемы, их много уровней, и на любом из этих уровней, если есть какой-то дефект, генетический или не генетический, есть шанс, что абсолютно здоровый человек, на первый взгляд, разовьет аутоиммунное заболевание, потому что его природа заложена в то, как устроена наша иммунная система. Мы можем говорить о том, что те клетки, которые вызывают болезнь, они несут на себе уникальную метку, которая отсутствует на всех других клетках. Поэтому мы можем создать препарат, который будет нацелен на структуру вот этой уникальной метки и который будет прицельно уничтожать те клетки иммунной системы, которые в результате ошибки начали разрушительную работу против своего организма. Мы решили принципиально изменить стратегию. Мы смогли найти метки, которые характеризуют клетки, приносящие болезнь. И вот с десятков и сотен больных, полученные сотни миллионов последовательностей, нужно было проанализировать, чтобы вычислить эти метки. Дальше создать против них антитело, и это антитело сейчас превращается в лекарство. На мой взгляд, было бы разумно сосредоточить силы на том, чтобы не искать геном убийцы, а максимально понять, от чего могут возникать сбои в работе того самого сдерживающего механизма и сконцентрировать внимание людей в этом направлении. Но на такие благородные задачи денег никто не выделит. Это я прекрасно понимаю, и ученые будут заниматься тем, на что им дадут деньги, потому что этот процесс очень дорогостоящий, и спонсоры всей этой истории надеются на то, что будет создан препарат, который сможет повлиять на эти клетки-убийцы, и потом этот препарат продавать за очень дорогие деньги. Чтобы нам узнать что-то о том, почему возникло то или иное заболевание, нам очень часто необходимо знание о тех особенностях, которые есть у данного человека генетических. И нужно понимать, что задача эта имеет колоссальную сложность, поскольку вот так навскидку, считается, что в человеческом геноме работает около 25 тысяч генов, которые кодируют белки, и еще масса последовательностей белок не кодирующих. И все эти, многие, скажем так, из этих последовательностей взаимодействуют, влияют на работу друг друга, и нахождение отдельных мутаций без системного анализа никак не прольет свет нам на то, что именно явилось причиной той или иной проблемы. Значит, сейчас при лечении аутоиммунных заболеваний как раз, так сказать, персонифицированной медицины еще толком нет. То есть пока умеют блокировать
вот эти самые на уровне контрольных механизмов молекулы, там, в частности цитокины, которые имеют отношение на другом уровне к аутоиммунитету. А, собственно, аутоиммунные клоны, которые у каждого пациента разные. Там, я не могу вдаваться в детали, как устроена иммунная система. Значит, все вы отличаетесь по неким принципиальным важным молекулам, которые регулируют иммунную систему, потому что они высокополиморфны. И тем самым, скорее всего, если вы возьмете там когорту больных ревматоидным артритом или болезнью Бехтерева или болезнью Крона и посмотрите, сейчас современные технологии позволяют, посмотрите на аутоиммунные клоны, которые в них возникли, которые, собственно, являются причиной обострения их заболевания, то выяснится, что эти клоны разные. Поэтому, скорее всего, это именно то место, где должна быть вот именно персонифицированный подход, и тем самым надо вот понять, какие есть закономерности. Может быть, у каких-то этнических групп эти клоны будут более-менее как-то похожи, и тогда научиться их блокировать. Но пока мы даже этого не умеем делать, мы работаем, вот все эти успехи антицитокиновой терапии аутоиммунных заболеваний с точки зрения фундаментальной иммунологии, это очень примитивный уровень. Так сказать, такова правда горькая. И, собственно, мы далеко-то не ушли. Такие препараты начали появляться около 30 лет назад, от метотрексата до адалимумаба, которые могут просто блокировать иммунные клетки. Но пока что, как я уже сказал, это стрельба из пушки по воробьям. Все эти базисные генно-инженерные препараты, условно говоря, могут подавить, там, к примеру, 30% клеток, то новый препарат, который вот создает Лукьянов Сергей Анатольевич, будет подавлять 2-3% иммунных клеток. Но принцип остается тот же самый. Побочные эффекты возможны, но ожидается, что их будет меньше. Ну а препарат также не решает проблему навсегда. Необходима будет повторная терапия. Сейчас говорят о сроках в 1 год. Пока идут клинические исследования. Дело в том, что наш препарат отличается от тех препаратов, которые сейчас широко используются, тем, что он не является иммуносупрессором широкого профиля. Если вы нейтрализуете какие-то молекулы цитокинов, TNF-альфа, интерлейкин-17, интерлейкин-6, то этим вы снижаете воспаление, но за счет подавления общего иммунитета. Наш препарат направлен на уничтожение небольшой части иммунитета в объеме где-то 2-3% от суммарного потенциала. И представляете, у нас задача стоит уничтожение миллиардов клеток. И какое-то количество клеток обязательно останется жить, спрячется в жировой ткани, в каких-то глубоких там суставных сумках. И спустя полгода, год, у кого как, они снова дадут себя знать. То есть это не препарат одного выстрела. Поэтому на период действия препарата, пока клетки там остаются в следовых количествах, человек чувствует себя практически здоровым. Но со временем нужно повторять введение. Их частота, их корреляция с интенсивностью заболеваний – это предмет клинического исследования. Только предстоит все эти протоколы отработать. Но вот ожидать, что один раз заколов препарат, вы на всю жизнь останетесь здоровым, не стоит на сегодня. Мы будем искать пути усилить действие препарата, но вот по тем опытам, что у нас есть на животных, мы видим, что где-то через год такие клетки вновь могут восстановиться. Но у меня уже в голове летают страшные цифры. Если сейчас генно-инженерные препараты обходятся примерно в 50 тысяч рублей в месяц. Вы сами понимаете, кто вот здесь. Биологические агенты – это стоимость в среднем 50-60 тысяч в месяц. То новый препарат, который можно будет принимать всего 1 раз в год, должен будет стоить 500 000, наверное. Интересно, можно ли будет его взять в ипотеку? И смешно, и грустно.
Даже 50 тысяч рублей в месяц, ну, кто это может себе позволить? У нас больше половины страны мечтают, чтобы у них зарплата была примерно 50 тысяч, уже не говоря о лекарствах за такие деньги. Какой можно сделать вывод из всего этого? Ждать от медицины суперпрепарат, который вылечит вас, и при этом вам ничего не нужно будет менять в своем образе жизни, это бессмысленно и очень дорого. И пока что речь идет только об одном маркере, вот HLA-B27, который находит там у 95% пациентов с анкилозирующим спондилоартритом. А у других аутоиммунных заболеваниях находят другие подозрительные маркеры. И по ним работы пока что не ведутся. И там, в ближайшие 10 лет такой препарат точно не стоит ждать. И вывод из всей этой истории может быть только один. Необходимо начать совершать максимально возможные полезные действия в своем образе жизни. Потому что именно это стало спусковым крючком в том, что произошли ошибки в работе этих вот загадочных сдерживающих механизмов запуска аутоиммунных заболеваний. И сами врачи говорят об этом, хотя не так часто, как это стоило бы делать. Потому что именно физические упражнения, они позволяют поддерживать подвижность, предотвращают скованность, да, противодействуют развитию кифоза, да, и предотвращают развитие слабости мышц, которое бывает. И, в общем-то, поэтому плавание, физкультура и, конечно, ежедневные занятия физической культуры дают такую возможность. Постеров, что доказано, что эффективность длительной терапии гиптами при спондилоартрите и при анкилозирующем спондилите намного меньше у курящих, у больных с ожирением. И там было вот несколько заявок, что женщины хуже реагируют на генно-инженерные препараты, чем мужчины с болезнью Бехтерева. Но самое главное – курение. Вообще, в принципе, есть исследования, когда больным давали одному таблетку, другому пустышку. И у 20% на пустышке было улучшение состояния. То есть говорит о чем? Что какая высокая сила внушения, то есть насколько важно себя позитивно настроить, то есть насколько это важно, насколько важно именно себя понять, что ты болен, понять, что это не приговор, понять, что можно вылечиться и что для этого нужно. То есть это нужно решить для самого себя. И если у вас будет четкое понятие и помощь ваших окружающих, близких, то у вас, в общем-то, конечно, ремиссия обязательно у вас. Лучше делайте лишнюю зарядку, лучше, может быть, как-то измените свой образ жизни, но не нужно, если у вас обострение возникнет, не нужно как раз в это время подкалывать гормоны. Потому что все, по большому счету, все равно зависит от вас. Понимаете? Спасибо. Ну, вот это, наверное, были самые главные слова. Я думаю, что это была исчерпывающая информация об аутоиммунных заболеваниях. Я сниму еще много роликов, посвященных артриту, диагностике, лечению, способах, которые медицина применяет в своей практике. Расскажу о всех современных рекомендациях, которые приняты на международном даже уровне, о том, как с этими заболеваниями вообще должны взаимодействовать ревматологи, чтобы вы были в курсе. Потому что сейчас прием происходит за 15 минут. Что там может успеть? Там теоретически даже невозможно все в рамках этого регламента как-то все выполнить. Это все, конечно, интересная информация, и копаться в ней интересно, но, как я уже сказал, кроме вас никто вашу проблему решать не будет. Поэтому прямо сейчас можно начать работать над собой, изменять свой образ жизни. Смотрите на эту тему мои видео, пишите мне в Инстаграме. Всем хорошего дня, хорошего настроения, здоровья. Скоро увидимся. Пока-пока.